вот это видео о мебельных ручках. Причем не просто о мебельных ручках, а о технической стороне мебельных ручек. В этом видео будет достаточно много информации для вас, именно очень полезной информации, именно связанной с конструктивом. Потому что если вы надеетесь, что вы просто подберете себе чудесного подрядчика, который без проблем исполнит ваши мечты, воплотит их в реальность, вот, я боюсь, что я вас разочарую. На самом деле очень мало организаций и очень мало дизайнеров и мебельщиков и, собственно говоря, в принципе, менеджеров, кто работает вот в этой сфере, кто в состоянии продумать все вот эти нюансы и аспекты, потому что на самом деле они больше доступны именно для технарей, для тех, кто непосредственно работает с изготовлением. Вот. Но эти люди, как правило, не ведут диалоги с вами. Вот, поэтому вот здесь я собрал по максимуму те моменты, которые вылазили у нас, ну и бывает, если честно, до сих пор вылазят именно по мебельным ручкам на производстве. Вот. Да, мы бывает переигрываем, переделываем, что-то меняем, то есть поскольку бывают нюансы, когда у нас менеджера тоже не дорабатывают, ни чего-то не учитывают, не прорисовывают до конца, вот, но если вы посмотрите это видео, все-таки я думаю, что вот эти знания, которые вы получите здесь, они позволят вам самостоятельно, дополнительно еще отконтролировать возможности и способности, скажем так, вот менеджера, с которым вы будете работать по мебели. И я думаю, что это в любом случае сделает ваше сотрудничество с любой из организаций, с которой вы будете работать, в дальнейшем более плодотворной. В общем, в этом видео я не буду рассказывать о том, как подобрать ручки, как они должны выглядеть, какой внешний вид, какой цвет. Нет, этого всего не будет здесь. Нас интересует больше техническая сторона вопроса. Интересуют, значит, регламенты, ограничения по установке ручек. Интересуют какие-то сложные моменты и узлы. Как я уже сказал, видео это я хочу посвятить больше технической стороне вопроса. И для этого, естественно, нам немножечко нужно небольшое сделать лирическое отступление на тему, какие они вообще бывают. А ручки бывают, значит, следующих видов. На самом деле их можно разделить на две большие категории. То есть первые это, значит, ручки накладные, которые устанавливаются без каких-то углублений в сам фасад. Значит, вторая категория ручек это ручки, которые врезаются. То есть это всевозможные врезные ручки. Вот, значит, естественно, начнем с ручек накладных, поскольку они тоже имеют несколько моментов, которые нужно иметь в виду. Во-первых, у нас, значит, большую роль играет примыкание к смежным плоскостям. Например, если у нас есть какие-то распашные фасады, которые находятся около стены, либо там пенала, либо холодильника, нужно иметь в виду, что при открывании фасад, значит, вынесет свою ручку достаточно сильно за пределы своего геометрического, скажем так, габарита. Поэтому для решения таких моментов, значит, существует два пути. Первый путь, значит, это установка фальш-панели, которая отобьет вот этот вот момент, которая, значит, не позволит фасаду уйти и дотянуться, значит, до смежной плоскости. Второй вариант это установка либо петель с ограниченным углом открывания, либо ограничителей, отдельных специальных ограничителей в петле, ну, со стандартным углом открывания. Следующий момент, который обязательно согласовываете с заказчиком, проговариваете и приходите к четкому пониманию по каждому из фасадов на изделии. Это геометрическое расположение, четкое конкретное расположение ручки на фасаде. Обязательно. Это для чего делается? Смотрите. Когда вы проговариваете вещи и отражаете на проекте, на визуализации проекта, у вас появляется четкое понимание, какие у вас могут произойти события при открывании, например, смежных фасадов. То есть имеем, к примеру, мы два распашных фасада, которые открываются друг на друга. Если мы, значит, расположим ручки на фасаде максимально удаленно от петель, то в такой ситуации при максимальном открывании ручками, конечно, фасады коснутся и ударятся, но они, по крайней мере, позволят практически полностью открыть одновременно два фасада. Но если мы возьмем, например,
ручку рейлинг и поставим ее горизонтально и попытаемся открыть два фасада, мы поймем, что это фактически невозможно, потому что за счет большого вылета, за счет больших, значит, хвостов ручка просто физически, ну, упрется друг в друга и не даст открыться фасадом. Поэтому вот этот вот момент, вот этот обязательно проговаривается расположение всех ручек на фасадах. И заказчик, самое главное, что заказчик должен понимать именно на стадии проектирования, как у него будут стоять ручки и к каким последствиям эксплуатационным приводит вот такое расположение. Следующий момент, он связан непосредственно, значит, с карусельным фасадом. Карусельный фасад — это когда два фасада в углу открываются гармошкой один за другим, когда один висит на другом и все это крепится на боковину. Так вот, на таких фасадах обязательно, прям настоятельно рекомендую именно заказчикам посмотреть и проверить, на какие винты установлена ручка. Потому что если у вас ручка установлена на стандартные винты, с которыми которые шли с ручкой в комплекте, то такие винты прям вот обязательно, я настоятельно рекомендую заменить на винты в паттай. И обязательно эти винты нужно утопить так, чтобы они не выступали за заднюю плоскость фасада, на которой закреплена ручка. Почему? Потому что карусельный фасад имеет такое свойство. Если, значит, вы немножечко небрежно его закрываете, то небольшую часть своего пути в пределах там 5 сантиметров, да, при закрывании этот фасад проделывает, скользя, значит, своей обратной стороной по лицевой стороне соседнего с ним фасада. Значит, что? Если у вас будут торчать сзади винты, вы просто поцарапаете соседний фасад. И для заказчиков говорю, если это сделаете вы, то, собственно говоря, устранение этих царапин — это будет ваша проблема, потому что мебельщики, скорее всего, такую проблему будут устранять только если ее создаст непосредственно сам сборщик. Поэтому вот здесь хочу сразу обратить внимание, потому что это в самом начале может прям сильно испортить вам настроение. Вот именно такой аспект. Четвертый момент, связанный с установками ручек. Значит, хочу сразу сказать, этот вопрос касается установки ручек именно, ну, как правило, в нижних базах, там, где есть ящики. Смотрите, вот у себя на фабрике я собираю ящики с подфасадником, то есть у нас все 4 стенки у ящика — это отдельный модуль, и на него отдельно крепится фасад. Сразу хочу сказать, что вот у себя я настаиваю на установке сборщиками именно вот таких винтов длинных, которые сразу проходят и сквозь фасад, и сквозь подфасадник. То есть, соответственно, ручка у вас по большому счету прикручена не к фасаду, а к подфасаднику. И когда вы открываете, то вы тянете, соответственно, за винт, вы тянете за подфасадник. Такая установка, она, конечно, менее эстетична, поскольку с обратной стороны у вас появляются дополнительные винты, но при этом вероятность того, что вы, осуществляя какие-то, допустим, нагрузочные воздействия на ручку, что вы сместите фасад относительно подфасадника, относительно модуля, они минимизируются очень сильно. А это значит, что геометрию расположения фасадов на модуле вы сохраните, ну, на долгие годы, скажем так. И никаких потребностей в регулировках их не будет возникать в дальнейшем. Следующий момент, который обязательно нужно сразу именно на стадии проектирования проговаривать с заказчиками и конкретно прописывать, это свес столешниц, который, как правило, зависит от габарита ручки, вот от этого габарита. Почему это важно? Это важно по той простой причине, что у ручек на самом деле достаточно большой разбег по габариту. То есть они могут плясать, допустим, от 20 миллиметров у обычной скобы там, до 35-40 миллиметров у рейлинга. И даже бывают еще большие вылеты. И, собственно говоря, для того, чтобы заказчик, находясь рядом со своей мебелью, проходя мимо или что-то еще делая рядом, чтобы он не цеплялся за вот эти ручки, не ударялся об них. Соответственно, для этого нужно, значит, делать свес по столешнице, то есть либо вровень с ручками, либо выносить чуть дальше. Но это уже оговаривается индивидуально. И самое главное, на самом деле, конечно, можно свес сделать и меньше, но самое главное в этой истории — это тот момент, что нужно обязательно прописать и проговорить это в договоре, то есть в эскизе. Еще один момент, связанный с установкой ручек, он касается непосредственно, как правило, углов
то есть ну, верхних углов, верхних примыканий, нижних примыканий, именно углов схождения мебели. Обязательно очень важно понимать, что если даже у вас фасады открываются один на другой, обязательно установка в углу фальш-панельного элемента. Это правильная установка, она обязательно, то есть именно угол, то есть на обе стороны. Этот угол должен иметь габарит равный, либо превышающий габарит ручки. Это делается для того, чтобы при открывании, например, ящика, который находится в углу, чтобы ящик не цеплялся за ручку соседнего смежного с ним фасада. Вот, возможно, конечно, в этой ситуации установка и без фальш-панельного угла, но самый важный момент в этой истории, что правильно, нужно обязательно проговорить это с заказчиком, объяснить, показать ему, как это будет выглядеть, и прописать это обязательно на эскизе. Вот в одном из пунктов я говорил о том, что нужно устанавливать ручки на карусельном фасаде винтами, которые ставятся, скажем так, которые имеют вот такой вот внешний вид. То есть вот такой вот они, видите, он конусный, то есть он устанавливается в потай. Вот. Но сразу хочу оговориться, что такую установку вот на такие винты я рекомендую делать только, значит, вот именно на карусельном фасаде, то есть где есть риск поцарапать соседний фасад. В остальных местах я прям настоятельно рекомендую ставить винты с нормальной шляпкой, с большой. Почему? Потому что это позволит, скажем так, избавить вас от возможного, ну, при рывковых нагрузках. То есть вот такой винт, он с обратной стороны может в фасад утопиться, и за счет этого ручка у вас начнет болтаться. Вот такой вот винт вы в фасад никакими рывками и дерганиями не утопите. То есть, соответственно, это избавит вас от возможного болтания по фасаду, то есть и необходимости там что-то подкручивать. Дальше мы потихонечку переходим, значит, к ручкам, которые составляют большую когорту врезных ручек. Врезные ручки бывают на самом деле тоже нескольких типов. Я бы назвал их, допустим, ручки для обратной врезки, ручки для торцевой врезки и ручки для лицевой врезки. Ну, смотрите, ручки для лицевой врезки это, наверное, самые простые. Это вот ручки вот такого вот плана. То есть вот такого вот плана какого-то. Это когда в лицевой части фасада выбирается определенное углубление, в которое эта ручка вставляется. Вот. И с обратной стороны все это крепится винтами дополнительно. Ну, либо вклеивается просто. То есть такими ручками на самом деле мороки меньше всего в плане расположения. Потому что по большому счету, за исключением того, что они должны подходить по толщине к фасаду, ну а как правило они даже подходят, практически все врезные ручки подходят к самому распространенному у нас 16-му ДСП. В принципе проблем-то по ним никаких нет, то есть они прекрасно врезаются фрезером, все это устанавливается. И тут уже остается больше эстетическая сторона вопроса, куда они там повернуты, как они стоят относительно друг от друга. То есть, ну, эти моменты, это понятно, что надо проговаривать. Вот. Что касается технических проблем по установке, я особых не встречал. Ну, за исключением, я говорю, еще раз повторюсь, толщины, пожалуй. Все, больше как бы сложностей с этими ручками нет. Чего я не могу сказать о ручках, например, торцевых, о ручках, которые врезаются в торец изделий. Вот здесь как бы есть несколько важных моментов. Ручки, которые врезаются в торец, это ручки, которые выглядят вот так примерно, то есть вот такого плана. То есть вот такого плана ручка, то есть она именно врезается в торец дверки и открывается, то есть ну вот за нее все это дело. Смотрите, по вот этим ручкам есть какие моменты важные. Объясню. Самый первый момент — это толщина плиты. И когда вы проговариваете с заказчиком, какая ручка будет установлена, обязательно нужно четко и строго для себя понимать, что если вы устанавливаете эту ручку на 16-й фасад, а они, как правило, вот эти ручки, большинство ориентированы на 18-й фасад, то, соответственно, при установке у вас какая-то из сторон даст зазор, ну, либо выступ этой ручки за пределы фасада. Такая установка допустима, то есть можно, естественно, ручку отравнять там по задней плоскости, можно отравнять там по переднему бортику, вот, но самое главное, заказчик должен четко для себя понимать, как у него будет стоять фасад, чтобы для него вот эти вот смещения и зазоры какие-то, они не были неожиданностью. Это самый главный момент, это первое. Второе.
Значит, при установке таких ручек, если вы, например, их равняете не по заду, например, а по передней части, да, соответственно, по заду у вас образуется 2-миллиметровый перепад между ручкой и фасадом. Соответственно, для внутренних фасадов, которые являются вкладными относительно боковины, проблемы никакой нет. Ничего не меняется, то есть фасад прекрасно будет открываться. Но если вдруг этот фасад будет накладным, то, соответственно, и место примыкания фасада к боковине будет видимым, то вы получите что? Вы получите касание, значит, ручками фасадом боковины и зазоры по остальной части. То есть к этим зазорам, естественно, заказчик должен быть либо подготовлен, ему надо объяснить и показать, как это выглядит, либо второй вариант, значит, ну просто меняем ручки, меняем варианты креплений, потому что, ну, вот этот вот нюанс, он, скажем так, мы сталкивались с этим, и у нас были проблемы подобного рода, когда вот эти вещи мы не проговаривали. Третий момент по таким ручкам, он заключается в следующем. Вот эта ручка, как правило, врезная в торец, она идет погонажом. То есть есть, конечно, ручки, которые имеют определенный габарит стандартный заводской, но львиная доля вот таких ручек, она идет погонажом. То есть что это значит? Это значит, что продается он 3-метровой палкой, как правило. Ну 3 либо 4, ну как правило 3-метровая палка. Соответственно, нарезается она уже на производстве непосредственно. Вот. При этом, естественно, место среза, оно далеко не всегда получается идеальным. То есть надо понимать, заказчик должен понимать, что если, например, у него будет ручка анодированная в какой-то цвет, например, там белый, черный, там неважно, серый, то место спила останется в цвет алюминия, то есть оно будет отличаться. Это тоже важно проговорить. И помимо этого, на некоторые ручки вот такого плана идут специализированные заглушки для торца. Соответственно, если вы устанавливаете ручки какие-то, ну скажем так, не самые дешевые, то желательно сразу с заказчиком проговаривать и досчитывать ему обязательно вот эти самые заглушечки. И это обязательно отражать в проекте, потому что это тоже важно для, скажем так, производства. Потому что заглушки эти имеют толщину порядка 3 мм, что, соответственно, будет достаточно серьезно влиять на габарит обрезки. То есть, ну а ручка эта, она вклеивается на производстве. И надо понимать, что если, допустим, сборщик вам эту ручку вклеит без учета заглушек торцевых, то потом ее вырвать будет достаточно сложно. То есть, скорее всего, придется менять фасад. Ну, ручки для врезания с обратной стороны, там по большому счету, они вклеиваемые. То есть, там особо обсуждать нечего, потому что по ним, во-первых, я их редко встречал, в принципе, в работе, потому что ценник на них весьма такой существенный, а особый функционал, ну, мне до сих пор, если честно, непонятен. Ну, конечно, защищает немного фасад, но мы делаем мебель не на такой длительный срок, чтобы это имело смысл. Вот. Ну и еще один тип ручек, который я хотел бы обсудить, это ручки без ручек. Здесь существует их два варианта. То есть первый вариант это, значит, ручки, которые являются фрезерованными, то есть это просто какого-то рода фрезеровка на фасаде с целью создать какое-то отверстие, именно за которое можно зацепиться. Здесь есть несколько важных тоже моментов. Во-первых, нужно четко понимать, как это будет выглядеть. То есть визуализация вот таких ручек обязательно. Значит, второе, нужно четко понимать, какие вырезы, под какие, ну, какой формы вырезы способны обеспечить ваше производство. Объясню. Если, допустим, мы говорим про крашеные фасады, то, собственно говоря, по большому счету вообще не важно, какой это формы будет вырез, хоть он там весь в загогулинах будет, не имеет абсолютно никакого значения, потому что его можно будет подготовить, покрасить, и он, в принципе, будет ходить прекрасно. Вот. Но если мы говорим про фасады, которые кромятся, на которые клеится кромка, то здесь нужно четко понимать, что радиус, любые радиусы скругления должны быть такими, чтобы в них было реально вложить и обработать кромку. Это значит что? Это значит, что любой внутренний радиус, который по размеру меньше 15 мм, и любой внешний, соответственно, ну, такого же габарита, ну, закромить практически зачастую невозможно. То есть оно, по крайней мере, возможно, его невозможно качественно обработать.
И помимо этого я хочу еще сразу сказать, что вот подобного рода фрезеровки с кромкой, у них есть один момент важный. Вы должны понимать, что кромка поливинилхлорид, у него есть такое свойство со временем подсыхать и усаживаться. И поэтому, когда, допустим, мы клеим кромку на ваш фасад, естественно, она свежая, то есть она вклеилась, все село, хорошо, чудесно, никаких щелей, никаких зазоров. Но со временем, когда вы вот это вот изделие с этой вот внутренним вот этим радиусом вклеенным стоит у вас на адресе, кромочка начинает усыхать, подсыхать и, соответственно, уменьшаться в своем габарите. И если так получится, что у вас кромка идет цельная, через фрезеровку проходит, то, соответственно, вы должны быть готовы к тому, что во внутренних углах кромочка немножко отойдет от своего изначального положения. То есть вы обязаны вот это проговорить с заказчиком. То есть заказчик должен четко понимать, что вот такое возможно. Этого избежать, чтобы нужно делать очень просто. То есть переход не должен быть внутрь ручки плавный. То есть, как правило, вот мы у себя пришли к такому решению. То есть мы клеим кромку отдельно, значит, внутреннюю часть и отдельно внешняя часть кромки. То есть, соответственно, вот это вот решение все-таки вот у нас, допустим, оно было выстрадано с годами. Поскольку мы своих клиентов, видите, ведем действительно годами, и нам звонят там и через 5, и через 7 лет там, по каким-то вопросам, связанным с нашей мебелью. То есть и мы зачастую решаем эти вопросы именно потому, что мы по сути себя ведем как семейный доктор. Вот. И чтобы вот этих проблем не было, то есть делаем так, чтобы просто не возвращаться к этому вопросу больше никогда. Ну и, наверное, последний тип ручек, о которых я хотел бы сегодня поговорить, это ручки типа Гола. Значит, о ручках типа Гола, значит, для верхних модулей я говорить не буду, поскольку это по большому счету те же самые торцевые ручки, только врезанные в базу. То есть там никаких нюансов, сложностей нет, в принципе, не было никогда. Их можно ставить, можно не ставить, можно просто оставлять зазоры, по большому счету разницы никакой нет. Но вот что касается ручек Гола, которые имеют форму C и L, то есть это вот такого плана ручки, то есть вот эта вот ручка, значит, формы C-шка, то есть это ручка, как правило, ниже, то есть это где-то в середине фасадов ставится. То есть вот эта ручка L-ка, то есть она ставится под столешницу, то есть она устанавливается вот таким образом, то есть, соответственно, вот здесь нахлёст встает фасад. Смотрите, по ручкам Гола тоже много сказано, на самом деле, по их цветам, по всем моментам, как бы все здорово. Но здесь хочу сказать тоже несколько слов именно о конструктивной части. Во-первых, габариты модуля. Нужно четко понимать, что стандартная высота, например, кухонной базы, к примеру, да, у нас идет 82 сантиметра до столешницы. Это значит что? Что вся техника встраиваемая, она, как правило, находится в этих габаритах. Ее, конечно, можно поднять чуть выше, но она, как правило, вся расположена именно в этих габаритах. Например, к примеру, посудомойка там встроенная, стиралка встроенная, то есть, вот что-то вот подобное. Стиралки, кстати, не встроенные, в принципе, у нас мы тоже засовываем под кухню. Вот, но на многих моделях для этого нужно снять, соответственно, верхнюю крышку. Вот, поэтому там, где крышка снимается, то есть мы, в принципе, прекрасно в этот же габарит все влазит. Вот. Но если вы в такую кухню, где у вас есть посудомойка, к примеру, поставите Голу на нижние, допустим, модуля, да, с чем вы рискуете столкнуться? Вы рискуете столкнуться с тем, что габарит кухни придется увеличить. Его нужно будет увеличить как минимум на высоту ручки Голы. Потому что она под столешницей, когда встает, соответственно, вот, например, та же самая, допустим, у нас L-ка, да, когда она у нас встает под столешницу, то вот этот габарит, который она имеет, он, собственно говоря, перекроет просто часть посудомойки. Так вот, чтобы от этого уйти, придется поднять столешницу выше. И заказчик должен это четко понимать, потому что далеко не каждому понравится столешница высотой 90 как минимум 1 сантиметр. То есть в такой ситуации мы поднимаем, значит, кухню, как правило, на 150 ноги, ставим 150 цоколь
И посудомойка в такой ситуации, в принципе, прекрасно работает, то есть справляется с своими функциями. То есть все открывается, закрывается и при этом ничего ничему не мешает. Вот. Но заказчик об этом должен четко знать, четко это понимать, что вот такая вот история ждет его. То есть либо в местах, где устанавливается посудомойка, мы делаем какой-то разрыв, и гола там не идет. То есть, ну, тут уже вопрос эстетики, то есть далеко не каждого устроит такой внешний вид. Еще один важный момент — это расположение ручки голы относительно модулей. Естественно, ручка голы устанавливается путем врезки в нижние модуля. И, соответственно, что? Соответственно, нужно понимать, где она начинается и где заканчивается, и в какие модуля именно происходит врезка. Потому что ручка идет погонажом, то есть она 6-метровая идет. И, соответственно, ну, то есть она может практически через всю кухню проходить цельной палкой, устанавливается уже после установки самой кухни. Вот. Но нужно понимать, что на каких-то концевых точках зачастую вместо того, чтобы ставить на нее заглушки, на эту ручку, гораздо проще, например, не отфрезеровать какой-то из краев, ну и какой-то из крайних модулей. То есть сделать так, чтобы ручка начиналась от какой-то из стоевых. Вот. Соответственно, это обязательно проговорить. Это один момент. И второй момент — это использование, соответственно, заводских углов для голы. На самом деле, признаюсь вам честно, у нас мы зачастую отказываемся от использования стандартных углов заводских, то есть мы устанавливаем вот эти вот ручки путем запила под 45 градусов, собственно говоря, и они в углу сходятся ровненько, красивенько, четенько. Вот. Опять же, зачастую мы это делаем по той причине, что на некоторых изделиях все-таки приходится отклоняться от угла в 90 градусов, и, соответственно, стандартный угол он этого делать не позволяет. Поэтому путем значит, изменения угла запила, то есть мы получаем более-менее идеальное примыкание в таких местах. И поэтому, опять же, вот это вот использование, либо не использование вот этих вот заводских углов для ручки голы обязательно нужно проговаривать с заказчиком. То есть заказчик должен четко понимать, как у него будут выглядеть примыкание этой ручки, значит, к стойкам где-то, как будет выглядеть примыкание, значит, в углу. И обязательно нужно проговаривать, если у вас в углу стоит фальш-панель, нужно четко понимать, как она будет стоять. Что это будет? Цельная фальш-панель, это будет фальш-панель, значит, которая будет у вас делиться по фасадам. То есть на самом деле тут, скажем так, аксиом никаких нет, и все очень индивидуально. То есть я просто встречал разные варианты, то есть когда заказчики настаивали прям на разных вариантах. Поэтому тут самое важное прописать это изначально, чтобы у монтажников, у сборщиков вот эта вот часть была прописана в проекте, и они четко понимали, что нужно сделать. То есть что от них требуется. На самом деле варианты и решения безручечные, они, ну, как по мне, так действительно сейчас, ну и судя по общим тенденциям, они, наверное, свое уже практически отжили, поскольку сейчас вот, ну, в целом заказчики идут, дизайнеры какие-то решения рисуют. Многие возвращаются все-таки к классическим решениям именно с ручками. То есть и с помощью ручек обыгрывают различные свои композиции. То есть ручек, их цветов, форм, то есть обыгрывают какие-то, ну, действительно композиции достаточно интересные. И вот. Поэтому был очень рад вас видеть на своем канале. Буду безмерно признателен, если вы подпишитесь, поставите лайк и поможете продвижению реального канала, который связан реально с производством.